Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня у меня для вас моя новая модель. Свитер Палантин. Такое я ему придумала название. Творческий эксперимент завершен. Я считаю, удачно, а вы вправе высказывать свое мнение в комментариях. Мне очень интересно. Почему палантин? Потому что отрез в форме палантина 2 метра длиной и 60 сантиметров шириной. Я практически не разрезая, обмоталась, завернулась, в нужном месте застрочила, где-то заложила складочку, и получилось вот такое изделие. Мы с вами подробно рассмотрим все нюансы на схеме. Я с удовольствием рада с вами делиться своими новыми идеями. Также к моему верху быстренько соорудила новые брючки. Брючки с яркими лампасами. Разбавила, разгулялась по передней части брюк. И вот что у меня получилось. Брючками, кстати, тоже очень довольна. Это все материал из интернет-магазина Zana. Вы, наверное, уже наслышаны, заходили в этот магазин и наверняка что-то там заказали. Сейчас вы можете поближе меня рассмотреть. Видите, как интересно оформилась горловинка с такими направляющими на плечи складочками. Рукавчик вошел, закрутился. И форма, вот здесь вот такой небольшой заход одной части за другую. И дальше все это выкладывается на спинку. На спинке уголочек я захотела. Хотя можно было сделать здесь и пуговичку, или же ленты завязать. Можно и молнию на спинке сделать. То есть как кто себе захочет, задумает. Варианты могут быть различные. Можно шнуровку здесь вот декоративную сделать, ввести какую-то контрастную деталь. Единственный шов на спине, и поэтому он может как-то еще дополнительно зазвучать. Учитывая, что ткань мягкая, хорошо растяжимый трикотаж такой вот объемный с эффектом ручной вязки, поэтому мне удобно, нигде в движении меня эта модель не ограничивает. А сейчас у меня для вас дополнительно сюрприз. Небольшое переодевание. Вуаля! Такая вторая модель, мой сюрприз сегодня для вас. Новая модель вот такого интересного палантина накидки, которая и легла в основу нашего свитера. Я, не разрезая ткань, вот вы видите, сшила сзади по спинке двухметровое полотно 60 сантиметров шириной, заложила складочку по центру и завернула. Вот оно у меня именно так и выкладывалось. То есть вот все это сформировалось естественным путем. Я только зафиксировала вот по центру небольшой участок. Вот такой дугообразной формы, не прямой линии, а немножечко с изгибчиком. Вот здесь зашила, и остались вот такие складочки. Край моего ворота завернула и также зафиксировала. Все, перед сформирован, все лежит на плечах и само себя несет. Теперь дальше. Оформила, мне захотелось украсить этот мой средний шов косичкой, вывязала и по низу дала такую бахрому, которая также все очень просто делается. Нарезала ниточки шерстяные, подобрала, продела через ткань иголочкой, можно крючочком,
И завязала такую, создала бахрому. У меня получилась вот такая стильная, оригинальная накидка. Она может быть в любом цвете. Вы видели более ярко выраженную резинку. Это тоньше трикотаж, но тоже здесь резиночка присутствует. И сразу готовая кромка, обработанный низ. Можно просто взять шарф шириной 60 сантиметров и создать вот такой интересный, стильный вариант. Уютная, теплая, классная накидка для весны, или же можно на работе вот так вот в ней ходить с брюками, с юбкой. То есть вариации могут быть различные. Различный может быть цвет. Уж какой вы себе подберете. Ну и теперь смотрим, что же я делаю дальше. Я беру два угла, вот мои уголочки, и вот завожу один за другой. Вы видите? Завела уголки. У меня получился вот заход здесь. И центр моего переда соединяю с центром. И вот, в принципе, уже идея создания моего свитера-палантина проясняется, становится понятной. Останется для удобства, для движения руки, подкорректировать вот здесь вот, выбрать лишний объем вот в виде запятой. Вот это все вырезается, соответственно, ткань перемещается и добавляется вот линия по переду. Получается вот здесь у нас на свободу движения. То есть вы сейчас на схеме все увидите. Увидите размеры вот этого участка, который вырезается. Увидите место расположения склады на схеме. То есть вам все будет понятно. Я сейчас вам показала принцип, как этим палантином заворачиваться. Вот вы видите сзади, ну, у меня длина удлинилась. Вот я захотела себе подлиннее сделать. И в принципе тоже может быть и такая длина. Вариации могут быть различны с нашим таким новым оригинальным свитером-палантином. Поэтому экспериментируем. Здесь ничего сложного, справится любой с этой вкусной, интересной идейкой. Все перевоплотилась. Перед вами схема моего свитера-палантина. Деталь в половинном размере со сгибом, центр переда. И вот здесь я показала размеры моей складки по переду. Буквы А, Б, их нужно четко соединить в дальнейшем. Когда вы будете весь этот палантин собирать, то необходимо будет четко по буквам разобраться. Это край нашего палантина верхний, это край палантина нижний, его сгиб. И вот в верхний край середина спинки зашивается 92 сантиметра, а 24 сантиметра это участок, который не зашивается, наша горловина. Но вы можете зашить меньше, эту горловинку оставить больше, а здесь сделать разрезик и пуговичку, или же лентой пришить, то есть, или же вообще по всей длине сделать застежку молнию, или, допустим, какую-то шнуровку. То есть тут возможны варианты. Далее край нашего палантина с двух сторон — это низ изделия. Ну и самое важное — это вот место, которое необходимо будет вырезать. Для того, чтобы вы поняли, где что вырезать, то вам необходимо построить вот такой прямоугольный треугольник. Вот отложить 24 сантиметра и 22 сантиметра. Ну, найдете вершинку, вот 22 сантиметра, и соедините. А потом радиусом 10 сантиметров сделайте
небольшое закругление. Центр переда, вот я нахожу точку А, 10 сантиметров от края. И вот наш центр переда, верхняя его часть, эти точки соединяются. Схема, в принципе, простая, все постижимо, во всем можно разобраться. Опять же, не нужно делать никаких сложных построений. На трикотаже должно быть, я считаю, минимум швов, тем более, вот если это такой свитер интересный, фантазийный. Ну, как, впрочем, здесь на моей схеме и в моем изделии и получилось. То есть мы только осуществили небольшой крой вот в этом участочке, а все остальное просто сшивается между собой. Схема очень простая, как и модель свитера Палантина, тоже очень простая. Отрез длиной 1,95 м и шириной 60 сантиметров я сложила в 2 раза. И там, где у меня кромка, сострочила между собой 2 части. Размер на схеме. Вот я сострочила этот шов. Это будет линия по спинке проходить. И подвернула низ распашивалкой. Подвернула низ распашивалкой. Он немножко подрастянулся. Но это нормально. Даже я специально буду немножко утюжком его еще дополнительно подрастягивать. И единственный крой на ткани — это вырезать в углу со стороны вот обработанного края, вырезать вот такую каплю по форме, размеры которой будут указаны на схеме. Все, больше кроить ничего не нужно. Вот я вырезала этот участочек, и потом необходимо все собрать по точкам и по размерам схемы. Вот этот участочек, здесь будет входить рука. То есть это 2 точки, которые нужно будет соединить между собой. А это место будет пришиваться наше вот здесь вот центр переда и как раз линия в районе талии. То есть вот эта часть вот будет пришиваться вот от центра. Здесь вот между этих 2 уголков, вот тут, это заход по переду, вот будет центр, этот центр стыковаться вот с этим центром. Ну, тут опять же все четко по схеме и по буквам, по размерам. Далее на сгибе у меня вот здесь нужно опять же по схеме наметить место, где будет закладываться складочка, и изнутри она будет фиксироваться. Вот также по схеме будет это все понятно и видно. Вот буквально 2 шва, шов по спинке, шов по переду, и наша блузочка готова. Все, приступаю, собираю, и буквально блуза за 5 минут. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео с моими креативными моделями. Пишите комментарии, какой вам вариант понравился больше. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, и до скорых творческих встреч с моими новыми идеями. Пока-пока!